Привет, меня зовут Максим, и сегодня мы разберемся, почему Turkish Airlines массово не пускает россиян на рейсы в Латинскую Америку. Короче, меня не пускают на рейс. Сказали, из-за последних событий в вашей стране мы вас не пускаем. Многие уже пострадали от этой ситуации, потеряли свое время и свои деньги. Но что является реальной причиной? Говорит, что должен быть билет один, туда и обратно. You say holiday, okay, but one way, but you don't live over there. You are not from Argentina. You are Russian. Почему наших соотечественников не пускают в самолет, хотя у многих были обратные билеты и документы были в порядке? Что делать пострадавшим пассажирам и что делать тем, кто только собирается лететь в Латинскую Америку турецкими авиалиниями в ближайшее время, но боится, что его просто оставят в Турции? Специально для вас, друзья, я разобрался в этом вопросе. Смотрите видео до конца, и у вас не возникнет такой ситуации. В начале марта 2024 года в сети начали появляться сообщения о том, что в Стамбуле граждан России не пускают в самолет. Мужик с России тоже его посмотрим, пустят или не пустят. Синем. Позже выяснилось, что не только граждан России. А спроси, на каком основании отказали? Bize her şey var. Kedimiz var. Kedimiz ile başka bir ülkeye gitmeyeceğiz. Ne yapacağız şimdi? Turkish Airlines, одна из крупнейших авиакомпаний, начала отказывать россиянам в посадке на рейсы, следующие через Стамбул в Латинскую Америку. И не просто так. Причина – дополнительный контроль. Это что-то размытое и непонятное, явно не успокаивало людей. Людей, которых не пускали на самолет, еще и отказывали в возврате денежных средств. Большинство из пострадавших до сих пор не вернули свои деньги за билеты. Давайте же разбираться, почему людей не посадили в самолет. По информации авиакомпании Turkish Airlines, ссылаясь на необходимость предъявить обратный билет, оплаченный одной бронью, подтверждение финансовой состоятельности пассажиров, наличие банковских карт и наличие всех необходимых документов для въезда в страны Латинской Америки. Особенно сильно их триггерил факт, что у людей это первая поездка, либо недостаточное количество штампов в паспорте. Но вот незадача. Многие пассажиры утверждают, что у них все эти пункты были соблюдены. Зато некоторые признались в том, что им отказали в посадке, потому что у них не было багажа. Звучит абсурдно. Далее, после многочисленных жалоб, компания Turkish Airlines дали официальный ответ, который опубликовали на сайте Генерального консульства Российской Федерации в Стамбуле, руководствуясь правилами ИКАО. Я посмотрел этот документ и не нашел ничего напоминающего ситуацию в недопуске пассажиров в самолет. В общем, туркиши сослались на документ, который состоит более чем из 220 страниц, где даже не обозначили, к какому конкретному пункту они ссылаются. Видимо, рассчитывали на то, что этот документ никто читать не будет. Другими словами, у туркишей была одна клишированная отписка для всех. Вас не посадили потому что изучайте руководство ИКАО. Там все есть. Короче, мы все поняли, как Turkish Airlines относится к своим же клиентам. Как это все выглядит? На нас просто всем плевать. Тут закрыто, да, куда нас отправили. На нас просто всем плевать. Вот так. Просто людям похер. Ну, путешествие, ребят, путешествие. Продолжая искать информацию, я наткнулся на один чатик в Telegram. Он так и назывался «Сняты с рейса в Аргентину». Удивительно, но в чате за 20 дней набралось 800 человек. Очень много людей делятся там своими историями. Например, одна женщина летела 10 марта в Мексику туркишами, но смогла прилететь туда только со второй попытки, так как ее первый раз не пустили из-за чистого паспорта. В итоге женщина потеряла $1200, которые ей пришлось доплатить, чтобы купить новые билеты. Еще есть ситуация, произошла на прошлой неделе с девушкой. Она прилетела в Стамбул и далее должна была лететь в Панаму. Но ее тоже не посадили в самолет, потому что в паспорте не было истории путешествий. Она долго пыталась доказать, что у нее забронирован отель на весь срок поездки, что у нее новый 10-летний паспорт, а до этого у нее был паспорт, который был усыпан штампами других стран. Но сотрудники службы безопасности не хотели ее слушать. А еще мне удалось пообщаться с человеком, который был одним из первых,
кто пострадал от туркишей в этом году. Его зовут Олег, и он решил поделиться своей историей с нами. Я приехал 27 февраля в аэропорт Стамбула. Сотрудник авиакомпании стал паспорт перелистывать все страницы. Говорит, я нет печати, нет визы. Я спрашиваю, вы еще совсем что ли ненормальные, какие визы? Я же лечу в Аргентину. Вот. Ну, на английском они пытались мне объяснить, я не прям дословно понял слово в слово, но суть была в этом, что якобы у меня нету виз американских и европейских, я вообще ничего не понял. В общем, я пошел в их представительство в аэропорту, там у меня есть несколько помещений разных. В итоге послали на стойку F44 или F22, я не помню, называется. Там их главный супервайзер. Вот, он говорит, что вы летите на 10 дней в Аргентину, при этом без багажа. Я говорю, и что, зачем мне багаж, что я нужен на 10 дней? Говорят, Turkish Airlines так нельзя, до свидания. Вот после того, как мне сказали, что у меня нет багажа, я стал чатом мониторить, искать похожий кейс, вообще думал, что происходит, пытался понять. То есть я инфы в интернете вообще не нашел нигде. То есть похожий кейс. Я тогда, получается, был одним из первых, судя по всему. Потом я опять к ним подошел, чтобы заплатить этот документ. Они меня просто стали игнорировать, как будто меня вообще там нету. То есть я у них спросил, вообще на какие билеты хотя бы можно обменять данный билет. Они говорят, никакие. Либо покупайте новый билет, либо езжайте в Россию, так и сказали мне. Но вот что интересно, несмотря на многочисленные жалобы, официальная позиция Turkish Airlines остается довольно туманной. Они говорят о несоблюдении правил, но какие именно правила? Они долгое время нигде не были опубликованы. Но вот буквально совсем недавно на официальном сайте появилась информация по требованиям по некоторым странам Латинской Америки. Любопытно, что люди, которые летели в Аргентину, тоже испытывали проблемы при посадке. Позже выяснилось, что проблема в том, что рейсы в Буэнос-Айрес летят через Сан-Паулу, Бразилия, которая входит в этот список. И да, Бразилия выдвигает несколько условий прилета туристов, на которые ссылались сотрудники турецких авиалиний. Почему это начало происходить именно сейчас, а не год или два назад? Поговорим о причинах. Одна из версий ужесточения контроля из-за большого потока россиян, желающих родить в Аргентине. Это дает ребенку право на гражданство, а впоследствии и родителям. Возможно, авиакомпания старается минимизировать риски, связанные с возможной депортацией пассажиров, которые не смогут доказать свою финансовую независимость или цель поездки, так как расходы за таких пассажиров потом придется нести компании. Но дело не только в Аргентине. Много кейсов, где людей не пускали и в другие страны Латинской Америки. Например, та же Мексика, Панама, Бразилия и другие страны. Появилось еще много информации о том, что граждан из России и других стран СНГ не пускают из-за того, что сомневаются о намерениях путешествовать по этой стране, особенно тех, кто летят в Мексику. Сотрудники служб безопасности, которые снимают людей с рейсов, некоторым гражданам прямо и говорят, мол, вы летите в Мексику, чтобы эмигрировать в США. И все же эта ситуация в большей степени затронула граждан России. Почему именно россияне оказались под таким пристальным вниманием? На этот счет у меня есть несколько мыслей. Во-первых, возможно, это связано с ужесточением миграционной политики стран Латинской Америки в отношении россиян, особенно в свете последних событий. Во-вторых, не исключено, что речь идет о попытке защитить интересы авиакомпаний от дополнительных расходов на возвращение депортированных пассажиров. Теперь, какие паттерны можно выделить для того, чтобы вас с максимально возможной вероятностью посадили в самолет авиакомпании Turkish Airlines до Латинской Америки? Первое. Иметь обратный билет, купленный одной бронью с единым номером ПНР. Причем обратный билет должен быть той же компании Turkish Airlines маршрутом в страну гражданства или резидентства. Второе. Иметь заграничный паспорт, срок действия которого заканчивается позже 6 месяцев и имеет минимум 4 штампа в 4 разных странах. И иметь с собой старый заграничный паспорт. Третье. Если вы летите на большом сроке беременности, то обязательно возьмите справку от врача. Четвертое. Иметь с собой достаточно налички и банковские карты с валютой. Пятое. Иметь визу, если она требуется. Шестое. Иметь ваучер на отель и трансфер на весь период пребывания в стране. Седьмое. Проверить время нахождения в транзитной стране. Оно не должно превышать 24 часа, если летите через Колумбию, или 12 часов, если летите через Панаму. Восьмое. Оформить страховку на весь период пребывания в стране.
9. У вас не должно быть различий между датами авиарейсов и датами бронирования гостиницы. 10. Иметь багаж. 11. Иметь в наличии у пассажиров, указавших целью поездки обучение или работа, соответствующих подтверждающих документов. Должно быть и нотариально заверены они, и переведены на английский язык. Еще в дополнение я рекомендую не просто забронировать билеты, а их выкупить. И ни в коем случае не рисковать, приобретая фейковые билеты. Далее, если вас все-таки задержали и вы чувствуете, что сейчас начнут придираться, то обязательно включите видеосъемку. Не аудио, а именно видеосъемку. И ни в коем случае не грубите офицеру. Общайтесь вежливо и держите себя в руках. И если офицер будет против съемки, скажите, что вы фиксируете факт нарушения для судебных разбирательств. Вы имеете на это право. Поверьте, если вы все сделаете спокойно и аргументированно, даже если люди задумали вас высадить, то они очень хорошо подумают о рисках и для сотрудников, и для компании. Самая главная сила – это не жалобы, а фиксация нарушений на видео. Итог. Если все-таки решили лететь туркишами, то у вас должен быть идеальный кейс. Все пункты, о которых я рассказал выше, должны быть соблюдены. Если хотя бы один вы не можете соблюсти, то лучше не лететь этой авиакомпанией, а выбрать, к примеру, эфиопские авиалинии, либо Emirates. Я, кстати, на своем канале рассказывал свой опыт перелета через Стамбул эфиопами. Видео можно будет посмотреть по подсказке. Теперь, как вернуть деньги пострадавшим гражданам? Оказавшись в этой ситуации, наши соотечественники жалуются на то, что до сих пор не могут вернуть деньги за билеты на самолет, на который их даже не пустили. Что ж, туркиши очень хитрые и абсолютно лишены какого-либо нормального сервиса поддержки для клиентов. Это проблема не только этой авиакомпании, но и других сервисов Турции. Банки точно так же не имеют нормальной поддержки, и сделать практически ничего нельзя, пока вы находитесь не на территории Турции. Пытаться вернуть деньги через авиакомпанию практически бесполезно. Рассчитывать на помощь от нашего государства я бы тоже не стал. Единственное, что может помочь, это коллективный иск в Европейский суд по правам человека, юрисдикция которого распространяется на Турцию, так как она является членом Совета Европы. Но для этого нужно распространить этот ролик, чтобы был широкий резонанс этой проблемы. Прошу вас отправить видео всем своим друзьям и близким и попросить распространять их. Уверен, что ваши знакомые помогут вам. И что очень важно, всем поставить лайк. Лайк очень помогает алгоритмам увидеть это видео и предлагать все новым и новым пользователям. Тем самым мы приблизимся к тому, чтобы решить эту проблему все вместе. Обязательно напишите в комментариях вашу ситуацию, пусть как можно больше людей знает про эту проблему. Итак, вопросы миграции всегда были сложными и многогранными. Отказы в посадке россиянам на рейсы Turkish Airlines в Латинскую Америку – это не просто инциденты, это звоночек для всех нас, напоминающих о необходимости борьбы за свои права и свободы. Надеюсь, эта история справедливо закончится, а пока что, друзья, будьте бдительны, информированы и не бойтесь отстаивать свои права. Подписывайтесь и увидимся в следующих видео.